Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправимся в путешествие по Средневековью, эпохи мечей, щитов, осадных орудий и великих завоеваний. Вопрос, который мы разберем. Какая армия Средневековья была самой сильной? Рыцари Западной Европы с их тяжелой броней? Монгольские орды Чингисхана, сметавшие все на своем пути? А может, византийские катафракты или мамлюки Востока? Мы не просто назовем победителя, а подробно разберем, что делало каждую из этих армий уникальной, какие у них были сильные и слабые стороны, и даже расскажем малоизвестные факты, которые вас удивят. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если любите историю, и давайте начнем. Прежде чем мы начнем сравнивать армии, давайте разберемся, что вообще значит самая сильная армия в Средневековье. Это не просто количество солдат или крутые доспехи. Средневековье длилось примерно с 5 по 15 век, и за 1000 лет условия сильно менялись. Важно учитывать несколько факторов: дисциплина, тактика, вооружение, мобильность, логистика и даже мораль бойцов. Например, армия могла быть огромной, но если солдаты голодали или не умели сражаться вместе, она проигрывала. Или наоборот, маленькое войско с гениальным командиром могло сокрушить превосходящего врага. Мы будем смотреть на реальные достижения армий, их победы и поражения, чтобы понять, кто действительно был на высоте. Начнем с Западной Европы, потому что именно образ рыцаря в сияющих доспехах часто приходит на ум, когда мы думаем о Средневековье. В XI-XIII веках рыцарская конница была настоящей ударной силой. Представьте, закованный в сталь воин на боевом коне весом до 1 тонны несется на врага с копьем наперевес. Один такой рыцарь мог пробить строй пехоты, как таран. А теперь умножьте это на сотни или даже тысячи. Например, в битве при Гастингсе в 1066 году или во время крестовых походов. Что делало их сильными? Во-первых, доспехи. К XIII веку полный латный доспех делал рыцаря почти неуязвимым для стрел и легкого оружия. Во-вторых, тренировки. Рыцари с детства учились владеть мечом, копьем и ездить верхом. В-третьих, феодальная система давала постоянный запас таких воинов. Каждый лорд приводил своих рыцарей на войну. Но были и слабости. Рыцари часто действовали разрозненно, каждый хотел личной славы. Логистика тоже хромала. Прокормить коней и людей в долгом походе было сложно. А если враг, как монголы, избегал прямого боя и изматывал их стрелами? Рыцари становились уязвимыми. Интересный факт. В битве при Линьяно в 1176 году итальянская пехота с длинными копьями разбила рыцарей императора Фридриха Барбароссы. Это показало, что даже танки Средневековья не всегда выигрывали. Теперь перенесемся в степи Евразии. Монгольская армия Чингисхана в XIII веке – это, возможно, самая устрашающая сила Средневековья. Почему? Они создали крупнейшую в истории империю, от Китая до Восточной Европы, всего за пару поколений. Их главный козырь – мобильность. Монгольский воин был легким конным лучником. Каждый имел 2-3 лошадей, чтобы менять их на марше, и мог пройти до 100 километров за день. Это позволяло им обходить врагов, устраивать засады и исчезать до того, как противник успевал ответить. Вооружение тоже впечатляет. Композитный лук, который стрелял дальше и мощнее европейских аналогов, плюс легкие сабли для ближнего боя. Но сила монголов была не только в оружии, а в дисциплине и тактике. Чингисхан ввел строгую иерархию. Армия делилась на десятки, сотни и тысячи, и каждый знал свою роль. Они мастерски использовали ложные отступления, заманивали врага, а потом окружали и уничтожали. Пример. Битва на реке Калке в 1223 году. Русские князья и половцы выступили против монголов, но те притворились, что бегут, а затем внезапно ударили. Итог – полный разгром. Малоизвестный факт – монголы не только воевали, но и перенимали технологии. Во время осад Китая они научились делать осадные машины, а позже использовали их против Персии и Европы. Слабость? Они зависели от степей. В лесах или горах их конница теряла преимущество, как это было во Вьетнаме или при вторжении в Венгрию в 1285 году, где укрепленные замки их остановили. А что насчет Восточной Римской империи или Византии? Их армия часто недооценивается, но в раннем Средневековье, с 6 по 11 век, она была одной из самых профессиональных.
Византийские катафракты – это предшественники рыцарей, тяжело бронированные всадники с копьями и луками. Но главное – это регулярная армия с жалованием, а не феодальное ополчение, как в Европе. Плюс греческий огонь, секретное оружие, смесь, которая горела даже на воде и сжигала вражеские корабли. Византийцы славились обороной. Их столица, Константинополь, выдерживала осады веками благодаря огромным стенам и тактике. В 717-718 годах они отбили арабов, применив греческий огонь и грамотно распределив силы. Но после XI века армия ослабла из-за внутренних кризисов и найма наемников, которые не всегда были верны. Любопытный факт. Византийцы писали военные трактаты, вроде «Стратегикона Маврикия», где подробно описывали, как воевать с разными народами. Это был настоящий учебник войны. Нельзя забыть мамлюков, элитных воинов исламского мира. С XIII века эти бывшие рабы-воины стали правящей силой в Египте. Они остановили монголов в битве при Айн-Джалуте в 1260 году. Редкий случай, когда монгольская победная серия прервалась. Их сила – отличная кавалерия, сочетание луков и копий, плюс фанатичная преданность. А еще они учились у врагов, адаптируя монгольские тактики. Были и другие армии – японские самураи с их кодексом Бусидо, китайские армии с арбалетами и порохом, но их пик пришелся либо раньше, либо позже классического средневековья. Так какая армия была самой сильной? Если судить по завоеваниям, монголы вне конкуренции. Их скорость, дисциплина и адаптивность сделали их кошмаром для врагов. Рыцари Европы впечатляли мощью, но уступали в мобильности. Византийцы и мамлюки были мастерами обороны и стойкости, но не такими агрессивными. А что думаете вы? Пишите в комментариях, какая армия вам кажется круче всего и почему. Ставьте лайк, если узнали что-то новое, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски, и до встречи в следующем путешествии по истории.